А сегодня у нас приготовление на зиму вот этого перчика. Чем он нам нравится, что вот красный, он очень острый, но чуть-чуть меньше, чем чили. Но вот если хорошо вызреет, то, конечно, очень острый. Мы готовим перчик не только для того, чтобы его есть к борщу, там, к супу, а еще и к саламуру. У нас есть рецепт саламура, мы уже рассказывали, есть видео. Саламур — это очень хороший, приятный соус, но он должен быть острым. И вот этот соус мы будем готовить к соусу. Перчик будем готовить красный, более красный. Ну а к борщам я вот, смотрите, уже наложила баночку. Конечно, вот пустотки есть, но очень красиво. И сюда ложу зеленый и немножечко красного, для того, чтобы была вот эта перченость, но не сильно перченые. И нам очень нравится, чтобы вот это брать перчик, берешь его вот так на тарелочку и с хвостиком, и очень красиво и вкусно. В общем, я укладываю так вот, насколько можно, вот этот перчик. Здесь больше зеленого, можно еще один красненький, он острый уже, созрел, хороший в этом году урожай перца. Вот. И теперь я двумя способами готовлю. Раньше мы просто заливали уксусом. Это вот бессарабские местные, мы живем на юге Украины. И здесь просто уксусом заливают, уже много лет мы так делали. Но в последние годы меняется материя, меняется формула воды и всего, естественно. Поэтому так, этот чуть-чуть не умещается, вот этот хорошо будет. Поэтому для консервации я начала использовать сахар или мед. Ну вот в данном случае у меня баночка для того, чтобы к борщику, к супчику, ну, к любому блюду. Первому вот этот у нас перчик. Что я делаю? Мне понадобится 9% уксус, вот он. Я беру пол-литровую, сейчас откроем, баночку, заливаю. Просто у меня мерка на пол-литра. И вот сюда, это у нас для борщиков, для супчиков. Вот замечательный мед. Добавляю 3 ложки меда в этот уксус. Никаких больше других ингредиентов, ни воды, ничего. Мы добавляем, так многовато, чуть-чуть сейчас долью уксуса. И нужно это все перемешать. Перемешиваем. Вот. И сюда заливаю. Уксус прекрасный консервант, и не надо бояться. Я уже рассказывала в соцсетях, и мне написали, что вы травите нас, рассказываете, что уксус можно вот так заливать перец, и он будет же кислый. Хочу сказать, что все будет замечательно. А вот этот аромат лета именно с медом, и это будет вообще просто бомба. На столе, когда вытягиваешь, уксуса не будет чувствоваться вообще. И теперь вот растаяло все. И заливаю в банку. Так. Еще немножечко. Видите, весь мед у меня не растаял. Поэтому нужно еще чуть-чуть. Вот. Сейчас мы еще покажем один способ именно для саламура. Вот. Отлично. Теперь весь мед у нас уходит. И заливаю. Вот так. Значит, пока у нас вот в начале, видите, здесь перец будет, когда мариноваться, будут пустотки. Ну, мы будем еще доливать уксус. И я специально крышкой вот такой накрываю, красной, чтобы знать, что это у нас будет для борщей, для соусов, без каких-либо меток. Это мы уже знаем. Вот. А еще один вот сейчас способ, это будет у нас острый перец для саламуров. Значит, я его сюда, вот видите, можно и без хвостиков, можно с хвостиками, но лучше здесь без хвостика. Почему? Потому что я буду его просто брать и затем резать и готовить вот этот соус, который называется саламур. Здесь можно и зелененькие, здесь можно и красненькие. Ну вот, баночка еще одна готова. Как мне нравятся вот эти перчики, у них мякоть, этот сорт особый, мякоть такая вкусная, ароматная, и они
особый специфический такой вкус у них. Ну вот, баночку я наложила, часть зелененький, часть, это все будут острые, все будут такие жгучие перчики. И сейчас делаю другую заливку. Мне тоже нужен уксус 9%. И заливаю снова же пол-литровую банку. Вот. И сюда добавляю 3 ложки, даже 4. Лучше 4 ложки на литровую банку. Мне хватает как раз 4 ложки сахара. Обычный наш сахар. Надо, чтобы он растаял. В уксусе он хорошо тает. Вот. И сюда буду заливать, но я хочу сразу же показать, у меня специально крышечка обозначена, что это огненный будет перец. И почему я использую только вот для того, что вот мед для этого перца, потому что здесь аромат и очень хорошо к борщу мы его ощущаем. Для приготовления саламура там будут в соусе и чеснок, и какие-то еще пряные вещи, поэтому нет необходимости сюда мед ставить. Вот, сахар уже растаял. А лучше сюда поставим сахар. И он нам прекрасно сохранит цвет. И более долго будет храниться сам перец. Итак, сюда же заливаю. Ну что, наш перчик острый, маринованный, с очень приятным вкусом и для хорошего хранения тоже уже подготовлен. Смотрите, вот будут булечки выходить, он будет более опускаться. И еще что я делаю, когда он опускается, я еще могу добавить перца и добавляю. Это где-то через недельку я смогу добавить и немножко залить еще раствором уксуса. Никаких других компонентов не ставлю. И очень вкусно получается. Вот этот запах уксуса, он куда-то уходит. Далее, что я делаю? Я беру эти банки и заношу в погреб. Они хранятся просто в погребе, вот таким образом в баночках. Но сейчас вот просто будет отнесена баночка, а потом через неделю я их возьму, принесу и добавлю еще перчик и добавлю немножко уксуса. Вот так вот мы готовим на зиму замечательный перчик. Перчик медово-кислый, медово-пряный лучше назовем, для борщей и супов, для первых блюд и просто так. И для различных соусов к мясу, к рыбе. Вот таким образом вот оно выглядит. Вот такие они красивые и очень, кстати, вкусные. Замечательно получается. Ну что ж, мы сегодня готовили перец горький на зиму. Маринованный с медовым ароматом, вкусом и с сладким таким тоже вкусом для соусов. На этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео.